Но за недельку застыло. Вот он, ребята, труд моей прошлой недели. И хочу вам сказать, что у меня все получилось. Выглядит монолитно. Осмотрев все результаты, я прихожу к выводу, что с работы я справился на 5. По уровню пробью чуть позже, пока не знаю. Ну, я по этому поводу не переживаю. Если что, ну, буду, значит, подкладывать или там подмазывать. Это дело техники уже, как говорится. Ну, а тема сегодняшнего выпуска, друзья, и мой рабочий день, это разборка вот этой вот ненужной части. Заодно я вам покажу, как строили в СССР, когда не было ни утеплителей, когда не было ни каких-то мембран, да ничего не было. Фу. По-моему, ребята, в «Джентльменах удачи» нас обманывали, когда били камнем. Вот у меня перчатки были все в цементном растворе, но ничего, нормально. Сегодня два основных моих инструмента – это вот эти клещи и гвоздодер. Потому что надо будет разбирать крышу полностью вообще. Ну что, друзья, интересно посмотреть, что там? Ну пойдемте вместе слазим. Я сюда не заглядывал лет 10, а не залезал все 20, а может быть и больше. Ну вот так вот здесь выглядит. Что мы тут сейчас найдем, ребята, я не представляю. Сейчас наша задача это. Начнем вот с этого фронтона. Ну а дальше разберем второй фронтон и будем демонтировать крышу. Как говорится, обратной дороги нет. Кому пришла идея обшить фронтоны металлом, мне или отцу, я не знаю, потому что это было уже очень давно. Ну, как видите, это, я так полагаю, временное решение простояло почти 30 лет. Ну, хорошо, хоть не 150-ми гвоздями забито. Потому что я очень хорошо помню то время, когда мы делали баню, строили ее из того, что могли достать. В тот момент был как раз этап самого дикого дефицита. Самые-самые первые годы 90-х. А вот утверждение про 150-е гвозди было преждевременным. Обнажив кусочек фронтона, я увидел, что вот эти вот доски, из которых он сделан, ребята, липа, представляете, и в идеальном состоянии. И хоть это и горбыль, но горбыль достаточно толстый. Я все эти доски очень легко при помощи деревообрабатывающего станка превращу в прекрасные дощечки, которые мне потом пойдут на обшивку парной. Целые тюки пакли. А сейчас какой-нибудь сантехник бы за нее, ребята, родину бы продал. Но я ее не буду выкидывать, сейчас сложу в какой-то ящик, потому что когда я сниму вот этот плоский шифер с моего липового сруба, то наверняка найдутся места, где надо будет подконопачивать. Весь этот сруб сделан на такой пакле, вот она и пригодится. Да, ребята, фронтон было дело простым, а вот что делать с крышей? Ума не приложу, с чего начинать. Фу. Когда-то это должны были быть березовыми вениками. А вот это, кстати, полынь. Знаете, зачем висит? Старый русский способ. Мыши боятся полыни. Если у тебя висят веточки полыни, ну и пахнут соответствующие, мыши стараются в такие места не заходить. Да.
полностью крышу сломать не получится, поэтому придется снимать слой за слоем и продвигаться вот туда, в ту сторону. О! Не кочегары, мы не плотники. Так, ребята, теперь важно раскрепить две половинки, с замка снять, для того, чтобы можно было двигаться дальше. О, не самая простая работка. Опа! Дело потихоньку сдвинулось. Первый пошел. Я надеюсь, что теперь процесс пойдет лучше и быстрее. Главное, что я понял, какой технологии надо придерживаться. Ломаю сейчас все это и думаю, как я, 22-летний студент, мог все это построить, фактически не имея инструментов. Я не знаю, друзья, чему сейчас учат школьников на трудах. А я, когда учился в школе, представляете, нас учили из кровельного железа делать вот такие вот соединения, делать такие стыки, делать, по сути, крыши. Чему нас готовили 35 лет назад, непонятно. После такого красивого заката наступило не менее красивое морозное утро. Вчера я очень хорошо потрудился, практически половина крыши разобрана. Я, честно говоря, ожидал, что я буду дольше с этим возиться. Но пока дела идут нормально. Надеюсь, сегодня все закончить с крышей и перейти вовнутрь, разбирать полы первого этажа. Единственного этажа, если быть точнее. Да, друзья, труба просто вот так вот на 4 подставленных кирпичах. Мне ее переделывали лет 15 назад. Те люди, которые этим занимались, видимо, особо не заморачивались. А вон дырка вовнутрь. Что-то мне с каждой минутой все страшнее и страшнее становится ходить по этой крыше. Прям она так как-то вся пошатывается. Осталось 3 листа скинуть. И можно начать избавляться от керамзита. Не знаю, правда, куда это все девать. Но пока ссыплю вниз, а там будет видно. Обещал вам рассказать, как это все устроено. Вот видите, труба стоит на глиняной смеси. Просто в металлическую трубу вставлена была керамическая. И вокруг все обложено кирпичами, обмазано глиной. Вот, друзья, дубовую дощечку нашел. Пригодится. И липовую. А липовая это как раз хорошо. Так, потолок подо мной играет. Того и гляди, провалится. Даже страшно ходить. Когда я все это делал, весил килограмм 80, не больше.
А сейчас вместе с одеждой вся сохнет. Крыша демонтирована, чему я безумно рад. Вот здесь еще и нашлась залежь белых кирпичей, которые мне пригодятся для того, чтобы как раз таки баньку домкратить. Возможно, я даже успею поддомкратить баньку, чтобы поставить ее уже в размер с моими столбиками. Поговорку про планы и Бога я уже неоднократно говорил в своих видео, поэтому загадывать не будем. Утром все дела делаются быстрее, ребята. Вот и все. Крыша, можно сказать, снесена с моей бани. Вспоминаю сейчас, с каким трудом я все это сюда затаскивал ведрами. И прям так жалко, что это все скидкой. Не представляю. А куда ее девать? Устаревший материал. Ну а теперь, как и обещал в начале видео, расскажу вам, друзья, как же раньше обходились без всяких рокулов, мембран и тому подобное. Как же раньше утепляли крыши. Все очень просто. Я специально для вас скрыл полы. Идут доски, которые, они же чистовые с той стороны, положенные в четверть друг на друга. Дальше идет 2 слоя рубероида. А там, где нет рубероида, потому что не везде его хватило, когда я делал, вот пленка. И сверху примерно на штык лопаты керамзита. Прекрасный утеплительный материал. Я не раз эту баню растапливал больше, чем до 100 градусов тепла. И тепло держалось вообще превосходно. Поэтому могу вам с полной уверенностью сказать, то, что половина того, что сейчас предлагают всевозможные производители стройматериалов, это в чистом виде маркетинг, без которого можно обойтись. Вот оно, ребята, вам 30-летнее доказательство этого. Ну вот и закончился очередной этап реконструкции моей бани. Крыша сломана. Я решил остановиться и не скидывать весь керамзит вниз, потому что прежде чем делать это, решил оборудовать фундамент под печку, сделать новые столбы подлаги, чтобы ничего не скрипело, не прогибалось, и потом уже в свободное пространство сыплю спокойненько весь керамзит. Так что, друзья, кому интересно наблюдать за тем, как преображается моя баня, ждите следующий фильм. В нем как раз таки я расскажу про фундамент для печки и про то, что я нашел под полом, когда демонтировал свои старые полы. Ну а если кому-то интересно посмотреть все фильмы этой серии, пожалуйста, заходите в плейлист. Я его прицепляю к конечным заставкам, чтобы вы смогли посмотреть все, что вам интересно. Заранее спасибо тем, кто поставит лайк или напишет комментарий к этому видео. До встречи в новых выпусках, друзья.